Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Сегодня я хочу вам показать очередной оригинальный несложный узорчик вот из такого маленького моточка пряжи. Что это за пряжа, расскажу в конце видео. Крючок у меня сегодня будет, смотрите, 3 миллиметра. Вот. Вы в свою очередь берете свою пряжу, какая у вас есть, не обязательно брать такую же, как у меня, и правильно подбираете крючок, чтобы у вас все получилось. Схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю, она несложная, все понятно, все доступно. Кто умеет работать со схемками, можете уже приступать самостоятельно работать. Кто еще пока не умеет, повторяйте за руками, и у вас обязательно все получится. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика составляет 12 петелек плюс 3. Давайте я наберу, получается, допустим, 3 раппорта. Это будет 36 воздушных петелек и плюс 3 – 39. Ну, а вы набираете столько, сколько вам необходимо. Итак, в начале мы делаем петельку фиксации, все как всегда. Данную петельку мы при наборе петелек не считаем. Теперь я набираю 39 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 и 39. Вот мой будущий образец. Далее смотрите, приступаем сразу же к узорчику. Для начала делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка пятую петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В пятую петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Далее накид. В следующую петельку цепочки точно так же нырнули, вытянули рабочую ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. И вот так вот ваша задача пройтись полностью по всей цепочке и каждую петельку цепочки провязать столбиком с накидом. Это совсем не сложно. Это, конечно, не очень быстро, но это просто первый ряд. Дальше будет быстрее. Все, самая главная задача у вас здесь не провязать лишнего, ничего не пропустить. Сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков у вас будет ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. Я набрала 39 воздушных петелек, у меня будет 39 столбиков. Поняли, да? Итак, смотрите, вот первые 3 петельки подъема, которые мы провязали, это имитация столбика с накидом, считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков я уже провязала. Теперь давайте самостоятельно до конца ряда, несложно, у вас получится, а в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот наши столбики готовы. Все ровненько, все аккуратненько. Идем дальше по узорчику. Для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. По порядку, вот верхушку следующего нашего столбика нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки, столбик с накидом. Накид. В следующий столбик точно так же. В верхушку нырнули, вытянули рабочую ниточку, провязали столбик с накидом. Кому быстро, ставьте на паузу, да, провязывайте, либо в настройках можете сделать скорость, как вам удобно. Итак, первые 3 петельки подъема – это имитация столбика с накидом. Получается у нас 3 столбика. 1, 2, 3. Дальше 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Теперь будьте внимательны. Делаем 2 накида. Один столбик мы пропускаем и в следующий нырнули в верхушечку, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. У нас получается столбик с 2 накидами. Он такой высокий. Дальше опять 2 накида. Будьте внимательны. Столбик пропустили, в следующий столбик нырнули, вытянули ниточку и провязали еще один столбик с 2 накидами. Есть. 2 накида, опять столбик пропустили и в следующий столбик провязали третий столбик с 2 накидами. По 2 петельки, несложно. 2 накида и опять столбик пропустили и четвертый столбик, вот следующий, провязываем опять столбик с 2 накидами. Вот что у нас по итоге получается. Дальше 3 воздушные петельки. 1, 2, 3, 1 накид. Пропускаем один столбик и в следующий провязываем столбик с накидом.
Раз. Дальше по порядку ничего не пропускаем. Второй столбик с одним накидом. И третий столбик с одним накидом. Вот что по итогу получается. Вот эти 3 столбика, это те самые столбики, которые мы провязывали в начале. То есть дальше вы опять провязываете вот такие вот арочку, арочку, и между ними 4 столбика с 2 накидами. Давайте вместе. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. 2 накида. Пропустили столбик, в следующий провязали столбик с 2 накидами. 2 накида. Пропустили столбик, в следующий провязали столбик с 2 накидами. Провязываю быстро, потому что мы с вами повторяем. 2 накида, пропустили столбик, и в следующий третий столбик с 2 накидами. 2 накида, пропустили столбик, и четвертый столбик с 2 накидами. Идем дальше. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И столбик пропустили, и в следующий провязываем столбик с одним накидом. И опять же, здесь у нас 3 столбика получается с одним накидом. Поняли? Все, то есть ничего сложного. И так вот вы продолжаете вязать до конца ряда. Не сложно? Не сложно. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. У вас получится. Так, смотрите, что у нас в итоге получается. Заканчиваем мы ряд точно так же, как и начинали. 3 столбика с накидом. Смотрите, я уже 2 столбика провязала. И, смотрите, делаю накид, как заканчиваю ряд. У нас в предыдущем ряду были 3 петельки подъема. Так вот, аккуратненько в третью петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали последний третий столбик с накидом. Все, ряд наш закончен. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. И вот в эти наши 2 столбика мы провязываем точно так же. Столбики с накидом за верхушки. 1 и 2. Первые 3 петельки подъема, это у нас точно так же имитация столбика с накидом. То есть получается вот такая картина. Столбики, да, над столбиками. Дальше 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Переключаемся вот на наши столбики с 2 накидами. И над каждым столбиком провязываем столбик без накида. Первый столбик. Над следующим столбиком второй столбик. Над третьим третий. Над четвертым четвертый. Вот такая картина получается. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И вот наши 3 столбика мы провязываем точно так же 3 столбика с накидом. 1. Над вторым столбиком второй столбик с накидом. Над третьим третий столбик с накидом. Поняли? Все. И вот так вот продолжаете вязать до конца ряда. Несложно, да? Опять 3 воздушные петельки. Над столбиками столбики без накида. 3 воздушные петельки. И здесь, получается, у вас будут столбики с накидом. Схемка перед вами. Давайте самостоятельно попробуйте. Я уверена, что у вас все получится. В конце ряда я вас встречу. Давайте. Так, смотрите, вот растет наша красота. Вот что у нас по итогу получилось. Как мы заканчиваем наш ряд. Точно так же, как и предыдущий. Над каждым столбиком мы провязываем столбик с накидом. Последний столбик, смотрите, опять за третью петельку подъема. Здесь ничего сложного. Аккуратненько взялись за третью петельку и провязали наш последний третий столбик с накидом. Все, ряд закончен. Дальше опять 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Точно так же над столбиками столбики. Здесь ничего сложного. На протяжении всего узора над каждым столбиком с накидом будете провязывать столбик с накидом. Есть. Смотрите, дальше 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Переключаемся вот на наши 4 столбика. И над каждым столбиком без накида провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И опять столбики с накидом, над ними столбики с накидом. То есть на протяжении всего узора здесь ничего не меняется. 1, 2, 3. То есть получается, смотрите, по узорчику. Вот наш первый ряд, второй ряд, третий и четвертый вы провязываете одинаково. Понятно?
Все, столбики с накидом, 3 воздушные петельки, 4 столбика без накида. 3 воздушные петельки и опять 3 столбика с накидом. Не сложно? Не сложно. Давайте самостоятельно до конца ряда вы справитесь. Ну а в конце ряда я вас встречу. Давайте. Так, смотрите, вот наша красота растет, ничего сложного, да? И заканчиваем мы ряд точно так же, как и предыдущие. Опять же, 2 столбика с накидом я провязала. И в третью петельку подъема предыдущего ряда аккуратненько ввожу крючок и провязываю последний, третий столбик с накидом. Все, ряд наш закончен. Опять 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Точно так же над каждым столбиком с накидом провязываем столбик с накидом. Ничего сложного. 1 и 2. Вместе с 3 петельками подъема вот наши 3 столбика. А теперь смотрите. Мы делаем одну воздушную петельку. Будьте внимательны. Дальше 2 накида. И вот шагаем по нашим 4 столбикам. Столбик без накида у нас здесь был. Мы провязываем в него столбик с 2 накидами. Есть. 1 воздушная петелька, опять 2 накида, в следующий столбик без накида нырнули и провязали столбик с 2 накидами. Есть. 1 воздушная петелька, точно так же в третий столбик, столбик с 2 накидами. 1 воздушная петелька и в четвертый столбик, столбик с 2 накидами. Есть. Опять делаем 1 воздушную петельку. И теперь переключаемся вот на наши 3 столбика с накидом и провязываем столбики с накидом. С одним. 1, 2 и 3. Поняли? Вот. И у нас получается вот такой вот интересный квадратик. То есть здесь у нас получается как бы ряд немножечко так вот прогибался, да? А здесь мы высоту ряда выровняли. Все. И вот, по идее, вот такой вот получается жучок-паучок, вот такой вот интересный квадратик. Не сложно, не сложно. Давайте до конца ряда. Опять 1 воздушная петелька и в каждый столбик без накида предыдущего ряда провязывайте столбик с 2 накидами. Не забывайте между ними делать по 1 воздушной петельке. Все, несложно, схемка перед вами. Давайте встречаемся в конце ряда. У вас получится. Так, смотрите, красота наша продолжает расти. Смотрите, что у нас по итогу получается. Заканчиваем ряд точно так же, как и все предыдущие. 2 столбика я уже провязала. И третий столбик провязываю за третью петельку подъема предыдущего ряда. Есть. Далее опять 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. И вот наши столбики с накидом. То есть как мы начинаем каждый ряд, как мы заканчиваем каждый ряд. Есть. А вот теперь будьте внимательны. Смотрите. Здесь у нас получается арочка из 1 воздушной петельки. Ныряем в арочку и провязываем столбик с накидом. Есть. Следующий столбик с 2 накидами. Беремся за верхушечку и провязываем столбик с накидом. Есть. Арочка. Нырнули в арочку. Столбик с накидом. Дальше столбик с 2 накидами. Тоже берем и провязываем столбик с накидом. Опять арочку. Столбик с накидом. И в столбик с 2 накидами, столбик с накидом. Кому быстро, ставьте на паузу, либо, повторюсь, делайте скорость для себя удобную в настройках. Арочка, столбик, арочка. И вот наши опять 3 столбика. И мы точно так же за столбики эти провязываем столбики с накидом. То есть, если вы внимательно посмотрите, вот именно весь ряд столбиками с накидом мы провязывали в самом-самом начале. Поняли? То есть вот самый первый ряд столбики с накидом. Вы сейчас провязываете до конца ряда столбики с накидом. Не забывайте, в каждую арочку вы провязываете по столбику. И над столбиками тоже столбики с накидом. Все. И потом, получается, вы будете повторять. Опять будете делать столбики с 2 накидами. Здесь у нас получается арочки из 3 воздушных петелек. Потом вы возвращаетесь, провязываете ряд. Здесь у вас будут столбики без накидов. Опять вернулись столбики без накидов. А потом опять столбики с 2 накидами. Все. Все, ничего сложного. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали, повторяем. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. И так до нужного размера вашего образца.
Давайте увеличим на несколько рядочков наш узорчик, посмотрим, что в итоге получится. Но уже видно, что несложно и оригинально, да? Встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Получается у меня 3 вертикальных раппорта узорчика. Узор растет очень быстро. Видите, буквально 3 раппорта и вот такой огромный квадрат получается. Узор двусторонний. Выбирайте любую сторону, какая вам больше нравится, такая у вас будет и лицевой. Из моей пряжи получается вот так вот тянется и вот так вот тянется. Из вашей может тянуться больше, может тянуться меньше. Обязательно провязывайте своей рукой, своей плотностью вязания, своей пряжей. Можете брать пряжу любую, не только как у меня. Можете и демисезонную, и летнюю, и зимнюю. Узор универсальный, из любой пряжи он будет смотреться очень даже здорово. Итак, что у меня сегодня за ниточки? Смотрите, называются они Газал, Baby, Cotton. Моточки небольшие, буквально по 25 грамм. И получается в 25 граммах находится 82 метра. Так, по составу, смотрите, это 50% хлопок и 50% это акрил. Так, номер, смотрите, 3466. Ну, в принципе, на камеру передается, какой он есть на самом деле. И крючок советуют брать от 2 до 4. Ну, у меня 3 под мою плотность вязания. Вот такая у меня сегодня пряжа. Давайте замерим мою красоту. Я набирала 39 воздушных петелек. Если моей плотностью вязания, моей пряжи, моим крючком у меня получается, смотрите, 19,5 сантиметров. И здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Итак, это у нас получается, смотрите, 16 сантиметров. То есть каждый ряд 1 сантиметр. Здорово. Здорово. Так что пробуйте, вяжите. Узорчик не новый. Возможно, кто-то из вас уже что-либо вязал им, поэтому пишите в комментариях, что вязали, что у вас получилось. Летняя ли вещь, демисезонная, зимняя. Нам будет интересно, будем читать и вдохновляться. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. И обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Пишите обязательно комментарии. Комментарии помогают продвижению моего канала заранее. Спасибо большое. Нажимайте на колокольчик, вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты. У кого есть возможность, нажимайте на кнопочку спонсорства. Тоже заранее спасибо большое. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.